Что мы имеем? Автомобиль Шкода Rapid. В козырьке установлено зеркало. Оно разбито. Сейчас постараюсь поменять это стекло без снятия козырька, без разрезки его. То есть, так как оно цельное, и потом также сделать вряд ли получится. То есть только перетягивать чем-то, этим заниматься не очень хочется. Постараюсь снять эту рамку и поменять стекло. В интернете много искал, как это сделать, но почему-то не нашел. То есть либо кто-то покупает новый козырек, либо просто вытаскивает зеркало и клеят меньше по диаметру. Ну, хочется сделать так, как было с завода, поэтому буду пытаться снять так. Значит, думал, вот эта рамка съемная, не получается мне ее снять. Здесь начал трескаться пластик, поэтому я эту идею оставил. Снял вот эти кусочки. Аккуратно, когда будете, если будете снимать, очень сильно колется, летит все в глаза, будьте осторожны. Вот они, эти кусочки. Дальше что я сделал? Надавил стекло и подпустил его немного вниз. И вниз, вверх вытащил, и вот он. Оно приклеено вот на такую вот штуку. Дальше что нужно? Дальше нужно как-то вкорячить сюда новое стекло. Сейчас попробую снять шторку. Если снять шторку, то в принципе можно немножко короче вырезать. За шторкой все равно не видно будет. И в принципе без проблем его вставить. Ну, сейчас буду пробовать. Посередине оттягиваю и нижнюю часть вытаскиваю наружу. Далее веду сюда ближе к закрытию. Как только уперся козырек, вот, не козырек, а шторка, немного ее тяну вниз, чтобы вышла верхняя часть. Таким вот образом вытаскиваю. Пластик в принципе не поцарапался, нормально. Отрезал с одной стороны, в принципе ничего сложного нету. Провел, сломал, все. Дальше нужно замерить, какая длина зеркала. Так, 13 сантиметров. Сантиметров. Здесь у нас тоже 13. То есть по ширине оно входит. Сейчас обрезаем, вставляем, заводим, вставляем сюда внутрь. Еще момент. То есть здесь вот есть крепление. Соответственно, они на новое зеркало не подойдут, потому что здесь у нас 2 миллиметра зеркало, толщина зеркала. На новом 3. Соответственно, их нужно будет канцелярским ножом аккуратненько срезать и приклеить. Я думаю, сюда наклею двухсторонний скотч и на него приклею. В общем, обрезал зеркало. Сверху фокус у меня не прошел. То есть зеркало было вот такое горбатое. И получилось вот такой кусочек, пришлось отрезать. Так как сломать его нормально не получалось. Пассатижами понемногу обламывал. И поэтому вот такая вот фигня неровно. Но это ничего страшного, я думаю.
оно закроется, все, не будет видно за корпусом. Ну, а вы возьмите на заметку, что лучше пошире все-таки поискать зеркало, чтобы можно было обрезать, либо чтобы по ширине было идентично родному. Ну, сейчас буду вставлять. Сейчас сначала обрежу еще вот эти вот штуки, потому что они не дадут зеркалу сесть в паз. Канцелярским ножом подрежу и буду вставлять. То есть как буду вставлять? Так же как снимал. Сначала завожу одну часть внутрь, а потом уже сажу туда внутрь. Двухстороннего скотча нету сейчас у меня в машине. Думал, в машине, оказывается, нету. Поэтому сейчас поставлю пока так. Если будет болтаться, вываливаться, в дальнейшем сниму, приклею на двухсторонний скотч. Вставил зеркало. Значит, какие моменты? Первый момент. Вот здесь есть ребрышко. Ограничение по стеклу, видимо, чтобы оно туда-сюда не ходило. И оно у меня немного не влезало. То есть пришлось обрезать чуть-чуть края. Вот. И, значит, по косяку вот такая вот картинка. В принципе, как бы и не видно. Да, с одной стороны шторка всегда закрыта, как правило, сначала ставят так, потом открывают. То есть, в принципе, этого не видно. Но как бы мне это все равно не нравится, в дальнейшем потом переделаю, пока оставлю так. И еще какой момент надо обязательно приклеивать, либо на суперклей, либо, не знаю, к рамке. Потому что если на него надавить, то есть оно чуть-чуть, видите, выходит. То есть можно с другой стороны поддавить его, и оно встает на место. Но все равно это не есть хорошо. Вот такие вот мелкие косяки. Сейчас поставлю шторку и, в принципе, покажу уже готовый результат. Так, значит, по шторке косячок какой. Здесь вот такой бордюрчик есть, и вставить его не удается, оно туда не встает, зеркало мешает. То есть тут два варианта: либо обрезать его, может быть, но для чего-то же оно сделано. Наверное, это плохая идея, поэтому сейчас я просто протолкну туда зеркало вглубь, чтобы можно было вставить. Вставлю и уже со вставленной шторкой буду поправлять зеркало, ставить его на место. Ну и, собственно, все. Немного пришлось попыхтеть, вставляя шторку. Ну, все вставил, все нормально. Вот такой вот мини-ремонт. Может быть, кому-то будет полезно.